Много твоих близких уехало с 24 февраля. Ну, на самом деле не очень много. Многие только говорят об отъезде, уехали пока что единицы. Но много кто настроен. Но суть в том, что среди этого еще у многих, очень многие не имеют вообще денег. Потому что мы типичные российские нищеброды, и нам денег-то особо неоткуда брать. В нашей профессии, тем, чем мы занимаемся, ни у кого нет сбережений в общем. А те, что есть, очень быстро в общем тают. И английского никто не знает. Ну, есть моя подруга, она вот собирается поступить в колледж в Америке. У нее брат в Америке. Она, наверное, единственная сейчас, кто находится в активном состоянии. Я не знаю. Я тоже хочу попробовать найти какую-нибудь образовательную программу. Не знаю. Я не думаю, что если я родился в России, мне стоит на себе крест теперь поставить, блядь. Я вообще подумал, что, ну, типа, если будет дискриминация, то я отнесусь к этому с пониманием. Ну, блядь, я не позволю никому сравнивать меня с этими ублюдками. С этими уебанами, за которых я не голосовал. Блядь, все, что я мог делать, я делал. Я ходил на эти ебучие митинги. Постил всю эту хуйню в Инстаграм в надежде, что хоть какой-то мой родственник очнется, прочитав мои какие-то истеричные истории. Я не знаю, блядь, донатил правозащитным организациям. Ну все, типа, мои полномочия закончились. Я не пойду на баррикады просто потому что... Но они же не пойдут на баррикады, сука, не пойдут. Пойдут какие-нибудь хипстеры, как в 11-м. В итоге закончится тем, что глубинные долбоебы выйдут на улицы от нехватки еды и начнется бессмысленный, беспощадный русский бунт. Нет, я даже, знаешь, готовился к тому, что мысленно смогу ли я вытерпеть пытки. А если меня будут засовывать мне в зад дубинку, смогу ли я это вытерпеть? Но морально-то я точно вытерплю, но физически я об этом думал. Ну даже не знаю, пытки там любой сломается. Да и гуманизм весь абсолютно. Если раньше я думал, что эти люди должны сидеть пожизненно в прозрачных камерах, пожизненно их нельзя убивать. Они должны как назидание существовать и предмет исследования. Вот все они, Рудольфычи, Симоньянки, Асаян. Эти люди, ну теперь мне кажется, я бы хотел, чтобы они умерли в муках. Но я бы никогда не пожелал такого раньше людям. Ну вообще, блядь. Ну они фашисты прям настоящие. Абсолютно. Очень печально, что люди такие, даже никто не понял, почему фашизм зарождается. Ты знаешь, что фильм «Обыкновенный фашизм» его очень быстро сняли с проката в Советском Союзе. Потому что описываемые там тенденции, которые ведут к фашизму, очень сильно напоминали Советский Союз. Со всеми этими молодежными организациями и прочее, прочее, прочее. Да, слишком похоже оказалось. Ну и вообще, знаешь, Рудольфович, он же любит Муссолини. Он же... Ты вообще можешь представить, главный пропагандист России снимал документальные фильмы, хвалебные про Муссолини. Он на своих стримах сейчас в войну рассказывает, какой он был охуенный оратор, что вот неказистый, низенький человек говорил пару фраз, делал пару жестов, и публика взрывалась. И я прям вижу по нему, что ему, сука, нравится. Он сам хочет быть таким, Муссолини, чтобы он сказал пару слов, и люди сорались от счастья просто. Он настоящий фашист прям. Он осознает, что он делает. Он получает удовольствие от этого. Ну, мне кажется, в этой команде другие люди не выжили. Ну, просто ведь сборище ублюдков, которые делают вид, что они благую цель делают. Гитлер же тоже говорил, что это благая цель уничтожения евреев. Будущие поколения спасибо скажут за то, что он их от перенаселения спас и избавил европейскую культуру от чуждой ближневосточной религии. Что если они изначально были фашистами? Но я знаю, что КГБ в 80-х курировало молодежные группы, придерживающиеся таких же неофашистских взглядов, изучавшие литературу. Но вот они как раз на рубеже 80-х стали появляться, и ебаное КГБ их все курировало. Пыталась их типа контролировать. Я не знаю. Мне кажется, у России вообще нет будущего, абсолютно. Ну смотри, все в России отравлено просто прям до сердцевины. Церковь КГБшная абсолютно. Там не было иллюстраций в 90-х, а старые связи сохранились, замечательные. Не знаю, криминальные структуры, которые в 90-х также срастались с ФСБ, старые связи остались. Но это мы их так видим, как господа Тимченко, Чемизов, Миллер стали миллиардерами. Но, блядь, эта гниль так глубоко прошла внутрь, ну нельзя же больше. Дальше жить и строить прекрасную Россию будущего, не вырезав вот эту опухоль.
Но мне кажется, для возрождения страны ей придется, наверное, пройти через адовые муки. Не знаю, разложения и распада. Может быть... Но я просто не понимаю, как может быть иначе. Нет, может быть, конечно, вполне может быть, что Россия дальше будет жить, захлебываться в этой ненависти ко всему внутри себя, постепенно загнивать и превращаться в Северную Корею. По-моему, очень легко произойдет. Потому что я уже вижу среди наших сверстников, что люди, когда разговаривают в общественных местах, начинают понижать голос. Говорят, что им стрёмно даже, знаешь, слово «фашизм» не говорят. Прям реально. Но их же никто не заставляет, это уже внутреннее, это клетка в голове, разруха в голове. Это они все города России заставили заборами ненужными, на которые Варламов все распалялся, что нахера везде вы заборы ставите. А это, по-моему, было такое послание психологическое. Тебя учили привыкать к тому, что ты живешь за забором. Такое нетривиальное напоминание. И люди уловили смысл послания, наверное. Ну, наверное, у нас в будущем появится новый российский Кафка, будет на украинском фронте без перемен, новые три товарища, абсолютно точно новые Сартеры, которые все это дерьмо будут осмыслять. Но очевидно же, постфашистское новое искусство будет. Есть ли что-то, что сейчас тебя как-то поддерживает, или ты сам себя поддерживаешь? Ну да, меня поддерживает мысль только о том, что у меня есть рабочие дедлайны. Потому что если бы у меня не было этой работы, я не знаю, что я бы, наверное, вообще ёбнулся. Ну и мысли о том, что теперь у меня есть план, что я должен сделать те проекты, над которыми я работаю. Я должен закончить обучение в онлайне на продюсера компьютерных игр и просто начать новую жизнь. Это уже неизбежно. Потому что я не смогу жить в этом лицемерии, знаешь, там, не знаю, меня, допустим, в театре заставят, просто поставят в план работы, что я должен буду делать, не знаю, какие-нибудь патриотические концерты. А не захочешь делать, увольняйся. Ну как вот, блядь? С этими буковками Z, а могут ведь. Или вот эти концерты на 9 мая. Сейчас же очевидно, что празднование будет, ёбнешься, пиздец. Будем ожидать букв Z с факелами двигающихся, чтобы прям вообще один в один было. Не, надо, по-моему, знаешь, делать метамодернистские акции со всеми этими буквами Z, только в 10 раз усиленными, чтобы прям гиперболизировано, чтобы они наконец увидели, на что это похоже. Ну, у меня есть папочка, уже там 27 гигабайт я собираю. Оказалось, 3500 видео и фото набралось. Кроме того, что там видео войны, потому что я наблюдал войну в ТикТок первые 4 дня, реально, я смотрел войну в трансляции, как эти тупые солдаты, молодые долбоебы из глубинки, бедные и тупые. Бедность ума абсолютная, бедность сознания. Там бахвалили, что захватит Киев за 4 дня. И еще там огромное количество потрясающих фоток. Там типа леденцы в форме буквы Z, салаты, на которых майонезом буква Z там нарисована, блядь. Я вот просто... Почему они, блядь, не видят, насколько это похоже? Ну, типа, блядь, ну, чуваки, ну это же один в один. Ну, как они не видят-то? А самое главное, это же искренне делается. Абсолютно искренне. Вот еще знаешь, что я понял? Что все фильмы про войну, которые были до этого, про Вторую мировую, они все полная хуйня. Полное, блядь, говно, потому что они не рассказывали о главном. О том, как немецкое общество дошло за 6 лет до войны. О том, как людей обрабатывали пропагандой, о том, как они становились тупыми, озлобленными животными. Какие они простые объяснения для себя находили. Как они использовали ту же риторику о притеснении немцев странами чехами и поляками, что нам выборы не оставили, что Сталин накинул на мою шею экономическую давку. Вот это все. Ну прям, почему именно об этом, блядь, не рассказывают? Это же самое главное. Ну вот эти свастики и руки, это же все хуйня. Просто симптоматика болезни, скажем так. Просто все эти фильмы полная несостоятельность. Вот эти лозунги, лишь бы не было войны. Спасибо там дедам, это все вообще ветеранам. Если бы я был ветераном, блядь, я бы застрелился. Потому что вот сейчас, блядь, реально можно сказать, за что я воевал. Чтобы вы, сука, вернулись к фашизму, сознательно, абсолютно искренне и радостно прикрываясь советской пропагандой. Ну, пиздец. Ну вы вообще молодцы. Искали, блядь, русскую идею, не нашли ее нихуя. Национальную имперскую идею вместо этого стали использовать. Советский, господи, интернационализм. Вместо русских, как в Российской империи, появился какой-то условный советский народ. Гомо советикус.
70 лет это обрабатывали, мечтали создать человека будущего, который будет такой прекрасный, будет заниматься только созиданием, и у него не будет чувства собственничества. Он будет прям вот охуенный. Прям человек будущего, покорять космос, спасать угнетенных. А в итоге за 70 лет советского эксперимента людей превратили в озлобленное быдло. Как это показывают в документальных фильмах позднесоветской эпохи, конца 80-х. Когда показывают, знаешь, бесконечные очереди озлобленных людей, где люди дерутся друг с другом из-за талонов. Ну типа вот таких людей превратили россиян. На самом деле. Мы же видим вот проявление сейчас, когда запахло жареным, а эти советские граждане кинулись нахер скупать все магазины. Вот это и есть гомо советикус, который при первой же опасности, он тебе реально морду набьет, ему наплевать, у него нет ничего человеческого. Он понимает, что в этой ситуации, в этой бочке с крысами никто тебе не поможет. Это на словах социальное государство. А на самом деле, это как был ГУЛАГ, так им и остался. Это, знаешь, такой советский анекдот был, типа 25 декабря 1991 года диктор по радио говорит: уважаемые граждане, социальный эксперимент, начавшийся 25 декабря 2017 года, официально закончен. Оказалось, ни хера он не закончен. Людям дали 10 лет передышки, во время которой они копили свою злость, и во время которого они вдруг неожиданно начали любить совок, блять. Они так забыли, как им ебали мозг с утра до вечера вот этими парторги, все приспособленчество и красивая картинка в телеке, как заебись, оказывается, живется в Советском Союзе. И как виноват кто угодно, но только не они. А у тебя есть какая-то надежда или мечта насчет будущего? Знаешь, до этого я думал, что я там, может, буду где-то работать за границей, одновременно и в России, но все-таки делать какие-то проекты, так или иначе связанные с российской культурой, там, не знаю, исследование народов Сибири, культуры. Но теперь я понимаю, что если я уеду, или когда я уеду, то очевидно, что добро пожаловать в метамодерн, в котором существует cancel culture. Мне кажется, мне придется забыть про все вот то, что связано с Россией, просто начать совершенно новую страницу своей жизни. Никак не связанную с Россией. Как будто этого не было, скорее всего. Ну, правда. Потому что ведь люди говорят, помню, несколько лет назад задавался вопросом, что такое метамодерн и новая искренность? Что это за хуйня? Как я могу после постмодернистского издевательства вновь стать искренним? Оказывается, легко. Вот, новый фашизм, абсолютно искренний. Вот это метамодерн. В целом, моя надежда строится на том, что я хочу поменять свой род деятельности. Я хочу заниматься машинным обучением, искусственным интеллектом, компьютерными играми. То есть, моя надежда в том, что я смогу, как я говорил до этого, что я ни хера не делал, а теперь, когда у меня появилось ощущение, что смысла нет, появилась мотивация, наконец, заставить себя в этом направлении двигаться. Прям пройти полностью курс обучения и вообще абсолютно заново все начать. По-моему, у меня вот в этом надежда, что я смогу абсолютно новой деятельностью заняться для себя, там реализоваться. То есть я не думаю, зная, что я уеду, вот, и я буду делать театр тот же самый, или какую-то там оперу, блять. Да я никому там не всрался с этими своими представлениями я даже не знаю о чем, об опере. Ну, и, наверное, со своими представлениями о компьютерных технологиях я тоже никому не всрался, блять. Какая разница, мне уже все равно. Вот реально, я дошел до какой-то такой точки, что, в общем, мне вообще уже все равно. Я готов к худшему. Но меня не пугает мысль, что я буду туалеты мыть. Да, блять, я, в общем-то, занимался этим, ничего страшного в этом нет. Как мусорщик могу тебе сказать, к запаху мусора очень быстро привыкаешь. Это просто так мозг работает. Через денек ты уже не чувствуешь этого, запахи разложения, это частью твоей реальности становится. Потом сидишь на помойке, ешь свой обед и вообще не чувствуешь ничего.